Всем привет! Сегодня у меня долгожданные посылочки. Не переживайте, я тут при вас долго раскрывать не буду. Все будет быстро. Отрезные пластины на державку китайские и пирометр. То есть можно сказать посылка по вашим советам. Вы мне советовали пластины именно такие взять и пирометр. А теперь ускоряемся. Так, вот они пластинки. Сейчас я тут собью кое-что, что обычно сбивают. Есть. Вот они пластинки. Вот они пластиночки. То есть у них, видите, да, угол какой, как на обычном резце отрезном. Канавка. И сейчас, после вот этого раскрытия, раскупорки этих посылок, пройдем к станку. И я сначала отрежу кругляк обычной пластиной, а потом вот этой. И посмотрим, действительно ли они так хорошо работают, как о них рассказывают. Пластины 3 мм под державку. Потому что у меня такая державка. — 1320 градусов максимальная. Вот в названии видно. Так, убираем. Сумки пригодятся куда-нибудь еще. Так, пирометр приходит без батареи, потому что, видать, китайцам запрещено через границу поставлять, поэтому заранее купил, взял дюраселовскую, самую дорогую, какая была в магазине. Она у меня уже лежит неделю, ждет пирометр. Тоже сейчас вставлю и проверим. Сам еще ни разу такими не пользовался штучками. Что это за зверь такой? Так, ну я тут чуть-чуть понажимал кнопки. Пока что он врет безбожно. Надо лезть на YouTube в настройки. На YouTube полные настройки его есть. Поэтому тут я рассказывать не буду ничего. Потому что пока что я его сам не знаю. Но врет он точно. 34 градуса мой стол быть не может. И тем более я. 46 градусов. Он меня сейчас показывает. Пробовал эмиссию менять. Температура еще больше увеличивается. Так что надо лезть в настройки и смотреть. А сейчас давайте к станку. Лучше пластины. Это так, это побочный рассказ. Основное сегодня кино пластины. Так, начинаем тест. Сейчас пластинку, видите, поставил обычную. То есть вот эти вот пластинки вместе с резцом я покупал по 300 рублей. Те, которые мне сегодня пришли, стоят 700 с копейками рублей. Проверим сейчас, стоит ли дважды переплачивать. Сейчас я этот пруток 26 миллиметров. Попробуем его порезать. До конца отрезать не буду, думаю, тут смысла нет его резать до конца. Главное узнать, как они будут резать, будет ли разница. Поехали. Так, ну я думаю, наглядно было видно, что новая пластинка режет вполне себе. Сейчас переставляю новую, проверяем ее. И еще посмотрим, если эта пластина действительно будет хорошо резать, поиграюсь оборотами. Потому что вот на этой пластине, например, на больших оборотах отрезать у меня не получается. Установил пластину, сейчас будем пробовать. Ну и к тому же, чтобы никто не написал, что ближе к патрону этим режешь, поэтому лучше получилось. Если оно сейчас получится лучше. Я немного выдвинул заготовку. То есть на таком же расстоянии от патрона отрезать сейчас буду, как и была предыдущая пластина.
Ага. Ух ты! Какая стружка идет. Главное не попускать. Как только попускаю, начинается вибрация. То есть надо постоянно подавать. Опа! Есть, блядь. Перед камерой повторяю одну и ту же ошибку. Режь в разбивку, правильно? И вы говорите, и сам знаю. Нет, все равно, думаю, дотянуть еще. В итоге сломал пластину. Так, сейчас попробуем обороты прибавить. Что получится. Будет он резать так же? Так, все, дальше рисковать я не буду, потому что целиком пластинку поломать за один раз, это уже обидно будет. На оборотах он режет, то есть я сейчас обороты увеличил в 2 раза больше, чем я обычно режу. А он отрезает, видели? Итог сегодняшнего видео. Нормальные пластинки. Время покажет, как они будут работать дальше, но пока нравятся. Выходит, все-таки эта канавка, которая вот на этой нижней пластине, она позволяет ускорять обороты резания. Отличаются, кардинально они отличаются, и вы видели, как они режут. Она и стружку крутит хорошую. Потому что с верхней пластины у меня, вот как я отрезаю, в основном выходит лентой стружка. А на этой закручивает спираль. Пока не жалею, что купил. Дальше посмотрим. Ну все, видео закончилось. Дальше пойдет совсем не в тему. Просто я хочу сказать спасибо одному человеку. Человека этого зовут Виктор Есипов. Вить, вот с твоего клинка что вышло. Строго не суди. Это самый первый клин. Блин мой. Я себя тоже этим успокаиваю, что первый раз спуски я закосячил. И здесь у меня ровно не вышло. Дальше. Лент у меня не хватило полностью затереть полосы. То есть после 60-й, по-моему, ВСМовской ленты, дальше у меня пошли китайские. И китайские у меня уходили на одну сторону лента. То есть, когда начал шлифовать, по-моему, 230-й, на одну сторону у меня лента уходила. Короче, я одну ленту сюда пустил, во время шлифовки другую сюда. И все. А дальше уже пошло 800-е, это я уже заглаживал. Ну, короче, знаешь, что я тебе скажу? Спасибо, конечно, большое, да, все. Но, по-моему, у меня уже прошел этот возраст делать ножи. Я вот повозился, да, сделал, так сразу скажу, ручку, видишь, сделал несуразную. То есть не для этого лезвия. Просто брусок, который ты прислал, он был узковат. Ну, для прямой ручки. А вот для этого ножа, как я понимаю, для вот такого лезвия, для такой формы, нужно было наклонную сделать ручку. Под наклоном, чтобы она была. Ну да ладно. Сталюка клевая. Я отпустил духовки, как ты говорил, 170 градусов, час выдержал. Отлично, мне нравится. А все, что я делаю, у меня пытается забрать жена. О, говорит, мне картошку чистить. Я говорю, да сейчас. Вот, да, и насчет делания ножей. Раньше я любил, ну, в смысле, поточить, там что-то пошлифовать, такую нудную работу я любил. Сейчас, наверное, у меня возраст вышел. Я больше поварить, посверлить. То есть, его, по идее, еще, вот как я сейчас можно сказать, что готовый уже. Но он далеко еще не готов, понятно, что тут еще можно много чего доделать, до ума его довести. Где-то форму поменять, вот эту вот. Больстер, да, по-моему, называется. Или гарда. Туда ручку чуть-чуть косанул, полукруглую начал делать. Надо было ровную оставлять. Вот, короче, косяков много. Ну ничего, я не охотник, не рыбак. Он мне
для практичности такой не нужен. А дома память о тебе будет, Витя. Спасибо. Все, извините, зрители, что я вот так вот отвлекся для одного человека. Все, всем удачи, здоровья, всех благ. И скорее бы Новый год, правильно? Пока всем.